Друзья, добрый день! Сегодня разбираю следующий вопрос и все так же призываю вас писать свои вопросы, свои ситуации нам на почту, и этим вы сильно помогаете и нам создавать для вас более, надеюсь, интересный и полезный контент, ну и нашим слушателям через ваши вопросы тоже брать для себя какую-то нужную информацию. Так, вопрос такой. Каждый год строю планы и в подробностях планирую, как буду достигать целей. Но в течение года обнаруживается, что все ушло куда-то не туда. Вроде и сделано много, но совсем не то, что планировал. Как строить планы так, чтобы они реализовывались? Я когда читала ваш вопрос, я вспомнила такую шутку, вот мемы ходили одно время в соцсетях про то, что мне много не нужно, мне бы вкусный ужин и власть над миром. Вот это про ваш вопрос, да, немножечко власти над миром хотелось бы. Но, смотрите, в мире, кроме планов и желаний вашего эго, да, потому что планы строит эго, ну, часть нашей личности, которая называется эго. В профессиональной психологии это не что-то негативное, допустим, там, в восточных религиях эго считается чем-то негативным, что нужно там растворить и прочее, прочее. В профессиональной психологии эго считается важной, нужной такой штукой внутри, да, которая отвечает за наши желания, стремления, за целеполагание и так далее. Но это не единственная часть нашей личности, не единственная часть, конечно же, всего мира. И, соответственно, когда мы говорим, вот я себе так спланировал, а оно, блин, вот не так случилось, это про то, что да, немножко власти над миром хочется больше. Но мир сильно больше любого эго, любого человека. И, собственно говоря, стратегия прогибать мир, она энергозатратная, не всегда эффективная. Есть более, скажем, такие выигрышные стратегии, в частности, стратегия потока, когда мы синхронизируем, да, свои желания с тем, что нам предлагает жизнь. И тогда мы можем сделать больше, легче и меньше препятствий будет на нашем пути. Смотрите, какой момент первый. Когда вы загадываете, ну, какое-то желание или ставите цель, вы описываете форму. Например, я себе поставила цель в следующем году купить вот такой вот дом. Я четко понимаю, где он должен быть, как он должен выглядеть и так далее. Я даже расписала путь, как его хочу получить и прочее. То есть, каким образом я могу его получить. Но это моя работа на уровне эго. Зачем это другим частям моей личности? В частности, в юнгианской психологии есть такое понятие самость. Самость это такой это внеличностный центр человека, то есть центр за пределами текущей личности, то есть это то, куда мы можем и должны расти, куда мы можем и должны развиваться, то есть это такой как образ Бога внутри человека, кем я максимально могу стать. Здесь даже вопрос не в том, что я могу такой стать в этой жизни, а это вопрос моего пути, в какую сторону я разворачиваюсь, да, как личность. И так вот, зачем это мне на уровне самости? На уровне самости мне важно прожить некий опыт. Опыт делает меня больше, опыт делает меня, ну, добавляет мне еще каких-то граней, меняет меня, да, потому что, ну, когда мы умираем, мы не можем унести с собой дома, квартиры, машины и так далее, но мы можем и уносим опыт. Это остается, опыт остается, да. И когда эго хочет дом, то самость, ну, условно, хочет опыт. Что я проживу в этом доме? Если я буду иметь вот такой дом, который хочу, как я буду себя там чувствовать? Например, я буду чувствовать гордость за то, что вот что я создала, вот какой крутой дом, вот как я классно все это собрала, не знаю, интерьеры, все красиво, и я буду чувствовать вот это наслаждение, гордость собой. Вот такое переживание. И на уровне самости я хочу прожить вот такой опыт. Как это обладать вот таким вот домом, чувствовать гордость за свое создание. Да?
И вот это важно. Теперь смотрите, если вы идете за потоком, может получиться, и часто бывает так, что, к примеру, прошел вот этот год, дом у меня не получился, я его не купила, там он никак у меня не появился, но, например, я создала какой-то супер крутой там продукт, да, и когда я смотрю на этот продукт, как люди им пользуются, я думаю, блин, вот как круто я создала это. То есть, заметьте, переживание, опыт у меня такой же, какой я хотела, просто форма материальная другая. Здесь дом, а здесь как продукт, ну, в бизнесе. Но суть, вот самость всегда достигает своих целей, да, и суть вот переживания, оно такое же, но форма другая. И когда мы это понимаем, мы понимаем, что мы достигли своих целей. На самом деле мы достигли своей цели, мы получили этот опыт, мы получили это переживание, ну, в данном случае гордость за создание. Вот такой опыт, такое переживание, такое состояние. Вот. И подумайте к автору вопроса, может быть, у вас это так и случается. Да, это не так, как вы спланировали, и даже результат не тот, но переживание то же самое. И если это так, просто ну, держите в голове эту идею и понимайте, что ну, вы получили то, что вы хотели. Вот. И когда вы это принимаете, тогда, ну, возможно, дальше вы и форму будете ту же получать, которую вы хотите. Да, не только суть, не только переживание состояния, но и форму. А может и нет. Ну, тут уже как у кого получается. Если у вас это не так, например, вы поставили себе цель там, в 2 раза увеличить продажи в вашем бизнесе. И когда вы ставили эту цель, вы представляли себе, ну так, если бы вас спросить, да, как вы будете себя чувствовать, когда увеличите эти продажи в 2 раза. Вы бы сказали, ну, я буду чувствовать, что я молодец, что я вот такой вот, прям, не знаю, вот я хочу вот этот опыт прожить, когда я ставлю цель, и вот она есть, да. И на самом деле вы получили, не знаю, у вас не было роста продаж за этот год, но зато, опять же, у вас получилось там открыть какое-то новое направление, которое еще денег не дает, но оно очень интересно, оно вас очень зажигает и так далее. Да, что-то другое. Попробуйте в этом, вот в том, что есть, интерпретировать факты внешние так, чтобы вы почувствовали это состояние, да, что вы молодец, вы там, можете ставить цели и достигать их. Потому что, ну, например, да, это направление новое сейчас не дает денег, но оно интересное, оно потенциально прибыльное, и, скорее всего, через несколько лет оно даст вам взрыв продаж. И это сильно более успешная стратегия, чем увеличивать, ну, к примеру, то направление, в котором вы сейчас работаете. Понимаете? То есть если, ну, самость наша, да, она же обладает всей информацией о прошлом, настоящем и будущем. И она нам показывает пути, которые ведут к, ну, как бы ее приоритет всегда долгосрочная перспектива. Да? То, что будет потом. И, например, если вы через 5 лет себе загадали там такой-то объем продаж, ваша самость может просчитать, то есть ваше бессознательное может просчитать, что вы туда не придете, если будете усиливать там в 2 раза каждый год текущее направление, а только лишь когда вы создадите что-то новое, понимаете? И в этом смысле, да, за год вы не достигли цель, но вы идете той дорогой, которой вы сможете прийти к 5-летней вашей цели. И в этом смысле, да, вы ставите цель, вы ее достигаете. Вот. То есть попробуйте проинтерпретировать происходящее, то, что есть здесь и сейчас, таким образом, чтобы прожить то состояние, почувствовать то состояние, которое вы изначально хотели. Вот. И тогда увидите, что и реальность, она тоже начнет выстраиваться очень интересным образом. И еще раз, чем лучше у вас контакт эго-самость, ось эго-самость, да, вот эта связь, тем больше ваши сознательные цели и планы, они совпадают с тем, что реализуется в жизни.